Всем привет! Сегодня мне привезут металлочерепицу. Нужно будет ее принять и подготовить обрешетку для дальнейшего монтажа металлочерепицы. Мне необходимо померить диагонали, чтобы все сходилось, чтобы металлочерепицу уже укладывать и не делать какие-то лишние обрезки металлочерепицы. Поэтому хочу максимально точно померить диагонали. Длину обрешетки я сделал 6,05. У меня обрешетка немножко выступает. Дополнительно сделал бросок 50 на 50. Для чего я его сделал? Для того, чтобы у меня ветровую планку крепить к этому бруску. Так, ну у меня все готово. Здесь обрезал доски. Начну укладывать с этого края металлочерепицу. Несколько раз мерил. Этот угол должен быть 90 градусов. Должно быть все четко. Ну, посмотрим на примере металлочерепицы, как это будет. Длина крыши у меня 258. Длина черепицы 260 сантиметров. О, металлическая. Ножиком не обойтись. Кусачками ножницы по металлу упаковали хорошо. Так, осторожней. Максимальная длина тут 6400. То есть я заказал 11 листов длиной 2,6 это на беседку и один лист длинный 6,4 на дом. Я хочу демонтировать угольный котел, соответственно, мне нужно дымоход снимать. И в этом месте, где дымоход, там протекает крыша, и решил заменить на новый лист, и поэтому заказал его. Середину лучше. Все, пускай. Немножко прислони вот так вот. Иди, подержи. Так, ну все, я поднимаю. Погоди. Придержи. Все. Все, отпускай. Поздно заметил, что шов этот, который, он вот, особенно видно, что он немножко такой, не как все неровный. То есть его надо вниз укладывать, что приходится этот лист поднимать. По-хорошему надо было начинать справа налево. Я начал слева направо. Ладно. Фиксирую только на один кровельный саморез вверху. Хочу таким образом 4 листа сделать. Они как бы будут соединены вверху на саморезе, а потом буду равнять их. Все 4 одновременно. Так, у меня 3 листа готово. Еще один.
смотрится, да, уже? Давай с той стороны. Все, я готов. Обрезок металлочерепицы закинул, но еще не закрепил. И получается такая ситуация, что у меня длина крыши должна быть вот оканчиваться вот этим бруском. Я еще тут не обрезал обрешетку. Но почему-то металлочерепица по факту длиннее, чем было заявлено. На сайте было написано, что длина ее 118 сантиметров. По факту померил она больше. И получается вот эти вот миллиметры, они накопились, и по факту она длиннее. Обрезать я не хочу. Хочу вот этот брусок сместить. Предполагал, что такая ситуация может получиться. Сейчас уже по факту буду обрезать обрешетку. Сейчас буду снимать снова этот обрезок металлочерепицы, и я там метки сделал. Обрежу обрешетку, закреплю брусок и уже буду крепить металлочерепицу основательно. Все, я удлинил крышу, обрезал обрешетки по веревке и сместил брусок на край 50/50. Сейчас можно укладывать, выполнять монтаж остаток металлочерепицы.
закинул 3 листа металлочерепицы. Их соединил между собой саморезами кровельными. Сейчас я хочу вот эти вот обрешетку обрезать. На этой стороне я диагонали не мерил, потому что у меня что-то не получалось. Сколько ни пытался, как-то не сходилось. И решил просто закинуть листы, соединить между собой. И по факту у меня получилась бы вот эта вот линия. Я сейчас карандашком отмерю и отрежу ее. Вот, чтобы совпадало с той стороной. Вот эти вот листы наверху совпадали вот с этим листом. Металлочерепица пока не закреплена к обрешетке. Я сейчас немножко сдвину и обрежу вот эти вот выступающие части обрешетки, закреплю брусок 50 на 50, и уже можно будет потом сдвинуть обратно и уже эти листы зафиксировать. Мне хочется их зафиксировать как можно быстрее, потому что сегодня какой-то ветер очень дикий, страшный. Вот, и боюсь, что как бы эти листы не улетели. Надо делать это все побыстрее. Ну все, давайте будем приступать. Ну и погодка сегодня. Жарко и ветер сильный. Обещают дождь. Ну, посмотрим. Надеюсь успеть. Обрешетку подрезал, брусочек закрепил на саморезы. Теперь можно всю металлочерепицу, 3 листа, двигать. В какой-то степени металлочерепица послужила мне линейкой. Еще немножко. Остался последний лист. Ветром сдувает, падает. Конечно, при таком ветре сложно его поднимать. Блин, упал. Весь в муравьях теперь уже. Сдувает прямо с листом. Что ж ты, ветер такой сильный. Кстати, я как-то временно сделал, наживил. Конечно, можно было их не делать, все равно мне их приходится сейчас смещать. Ой-ой-ой, не сдует ли? Ну, этот еще крайне на 2 самореза закреплен. Ну давай, надо поднимать. Сейчас ветер закончится. Ужас. О! Муравьи, вы что здесь ползаете? Так, металлочерепицу я там сделал. Осталось немножко подрезать все-таки ее. Сам металл. Я прикрутил, думаю, там наверху буду подрезать ножницами. Ветер страшный вообще. Не знаю, как я это делал. Сейчас начну делать ветровые планки. Вначале эту сторону сделаю, потом начну ту и буду подрезать одновременно и ветровую планку устанавливать.
Почему сразу не подрезал? Хочу посмотреть, насколько плотно она будет прижиматься к металлочерепице, к дереву, чтобы знать там либо загнуть, либо подрезать. Склоняюсь к тому, что все-таки нужно подрезать, немножко загнуть. Таким образом обрезал и немножко загнул металлочерепицу, чтобы вода не протекала в сторону ветровой планки. Так, ну что, на этом буду сегодня заканчивать. Сделал очень много, покрыл металлочерепицей всю крышу. Осталось мне только доделать ветровую планку на той стороне, ну и коньковую планку. Плюс мне еще, конечно, нужно докрутить кровельные саморезы. Я их не везде вкрутил, в середине там не достаю. Так что работа еще не закончена, будем продолжать. Но так уже видно очертания этого всего творения, которым я занимался последние месяца 2-3. Конечно, приятно видеть результат. Вот, также я повесил уже качели. Почему у меня такой мощный брус 150 на 150? Я также хочу, потому что на него повесить всякие, качельки, там, не знаю, гамак. Возможно, еще будут какие-то предметы для отдыха. Вот здесь у меня гамак, это, точнее, кресло-гамак висит, но недостаточно удобное, оно как бы приходится на нем сидеть немножко вот так вот, спина прямо, хочется лечь. Вот эта вот планка сзади не позволяет, но тем не менее все равно как бы очень классное место, позволяющее отдохнуть. Также ее легко снять, я могу отсоединить, снять и убрать, если понадобится. Давно мечтал повесить гамак, не было места, сейчас оно есть. Вот, высота оптимальная. Можно поработать, вот так вот отдохнуть. Когда ты добавляешь какое-то место отдыха, добавляешь уют на участке, это, конечно же, вдохновляет и стимулирует тебя к дальнейшим каким-то работам по улучшению участка. Беседка у меня подходит к концу. В дальнейшем я буду заниматься водопроводом. Здесь у меня будет специальный колодец, в котором будет находиться коллектор для включения полива летнего водопровода. Спасибо, что вы были со мной, посмотрели это видео. До новых встреч!